Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такой интересный декор. Получается очень красиво, думаю, на елке этот шар будет смотреться просто потрясающе. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы нам, конечно же, понадобится сама заготовка обработанная. У меня это шар 8 сантиметров в диаметр. Мне понадобится филигрань. Сразу покажу размер. Это 60 миллиметров на 22-23 миллиметра. Вот такая. Буду использовать стразы. Страза у меня идет размер 5 на 9. И мне понадобится много иголочек и, конечно, нитка с иголкой. Поступил вопрос, что у меня такая за иголка. Это у меня бисерная иголка, вот она такая длинная, и про нитка-деватель, так скажем. Вот такой тут проволочка, очень удобно одевать нитку. Так, сейчас попадаю на камеру, неудобно. Вот, я одела в иголочку, одеваю через вот эту проволоку нитку и протягиваю. И посмотрите, все быстро и легко. Не надо попадать ниточкой в тонкое отверстие. В этом декоре у меня 4 веточки будут вот как есть они полностью. И 4 веточки я буду подрезать, чтобы получился вот такой узор. 4 штуки я сразу подгибаю, придаю форму. Вот, чтобы у нас вот так вот не торчало ничего, все вот эти края нам надо все подогнуть, чтобы все было вплотную. И вот этот край я буду подсовывать именно под верхушку. Вот еще тут надо. Вот, теперь, когда у меня все вот так ровненько ложится, вот еще вот этот край надо чуть-чуть, вот так. И таким образом мы подгибаем 4 филиграни. 4 филиграни у меня уже приготовлены. И для того, чтобы нам расположить все ровно, ну, начнем вот с этой горизонтальной верхушки. И нам надо по обе стороны, вот по обе стороны расположить филигрань. Вот таким образом. Я начну с одной и сразу ее буду пришивать. Затем пришью вот эту, затем вот это разделю еще на 2 части, и у нас будут 4 части уже пришиты. Если вы делаете это в первый раз, то, конечно, мы все иголочками вот так отмечаем, чтобы не сбиться. У меня уже все идет на глаз, поэтому я всегда придерживаю пальцем вот так и пришиваю. И, как я уже говорила, вот этот кусочек, вот этот край мы туда подсовываем под верхушку, чтобы у нас все там держалось. И крепко вот так прижимаем и пришиваем. Для начала мы прячем узелок, вот этот, куда-нибудь вот под низ. Поэтому я вот так прохожу ниткой. Ой, извините, слишком затянула. Еще раз. Дубль номер 2 называется. Так, вот. Да, что ж такое сегодня? Надо узелок побольше сделать. Так, еще раз. Дубль номер 3. Вот, теперь держится. И теперь нам надо закрепить именно не по листикам, а вот по вот этот стебель тут. И мы берем вот так иголочкой, подсовываем как бы под низ. Не всегда с первого раза получается все это вот тут подсунуть, потому что через филигрань мы не можем пройти. Но как бы возможно вот так подлезть. И вот вы видите, именно вот соединяем здесь, где у нас вот эта веточка. Снова я вытащила вот здесь. Теперь прохожу иголочкой, стараюсь так где-то выйти. Самое главное здесь, чтобы у нас все стежки проходили именно под филигранью, чтобы у нас все было... Так, где у меня что зацепилось? Все было спрятано. Никаких ниточек у нас, чтобы не было видно. Вот я снова здесь, вот видите, будет... Так, сейчас распределяю. Ниточка часто путается, но надо ее как бы аккуратно здесь
Так, так, вот. Так, где мой пинцет? Где мой пинцет? Вот он. Ниточки цепляются, но их надо все расположить, и чтобы как можно меньше их было видно, ниточку. Вот вы видите, у меня здесь закреплено, и практически ничего не видно. Так, следующее, вот я буду вот здесь закреплять. Беру также иголочку и стараюсь ее куда-то увести под филигрань. Вот, с первого раза все не получается, конечно. Если не получается вверх, значит уходим вниз. Так. Вот, вы видите, у меня все настолько спрятано, ничего не видно. Теперь мне надо вот эту веточку. Перекрываю ее как бы ниткой. Первый раз может показаться, что это очень сложно, но как бы если очень захотеть, то все получается. Вот снова здесь у меня закреплено и ничего не видно. И вот так я продолжаю пришивать филигрань. И последний стежок перед закрепкой вытаскиваем где-то, где мы уже делали один стежок. И сейчас покажу, что делать дальше. Вот здесь, вот видите, у меня стежок. Я просто подлезаю под этим стежком иголкой и делаю закрепку. Сделала закрепку и теперь нитку увожу куда-нибудь вот под низ. Все, увела и подрезаю нитку. И посмотрите, как аккуратно все получается. Нигде ничего не видно. Здесь будут еще стразы, и все будет закрыто. Вторую филигрань располагаю напротив. Также подсовываю вот край под верхушку. Заправляю нитку куда-нибудь под филигранью. Как я уже говорила, не всегда с первого раза получается, но ничего. Так, заправила нитку, и вот этот стежок, вот, ниточка у меня уходит здесь, перекрываю стебель и вывожу где-то нитку там в другом месте. Так, вот у меня все перекрылось. Теперь вот это снова беру, натягиваю и вот вытаскиваю, где удобно. Не обязательно все подшивать, как бы именно все по порядку. Так, сейчас запуталась чуть-чуть. Вот. Теперь ниточка у меня вышла вот здесь. Теперь я могу вот этот листик перекрыть, стебель, и также вытаскивать. Нитку всегда вытаскиваем под филигранью. Вот. Так, сейчас утягиваю. Так, одна ниточка короче, другая длиннее. Сейчас все выровняем. Обязательно все убирать сразу. И вы видите, как все аккуратно. И продолжаем прошивать. Следующую филигрань мы вот делим вот это расстояние на две части. И вот так пришиваем. И четвертая филигрань у нас будет пришита вот здесь. Продолжаем работу самостоятельно. 4 филиграни у меня пришиты, и следующую филигрань мне надо немного укоротить, чтобы получился узор вот такой зигзагом. Можно, конечно, продолжить в таком же варианте, как я пришивала, тогда мы поступаем точно так же. Но я хочу именно укоротить, и сейчас попробую. Здесь можно и выше, и ниже укорачивать, кому как нравится. Вот я откусила верхнюю часть. Сейчас я вот так также придам форму, чтобы она у меня хорошо легла. Вот таким образом. Все вот эти края нам надо подогнуть. И теперь вот так же я подсовываю под низ и буду пришивать вот сюда. Очень хорошо она сюда прямо вписывается. Посмотрите. Шикарненько. И продолжаю работу. Так, вот этот еще чуть-чуть подогнуть надо.
подпихиваю прямо вот оба края вот этих откушенных именно под макушку, чтобы нигде ничего не торчало. Располагаем, как вам нравится, чуть в бок, чуть выше, чуть ниже. Вот мне вот так нравится. Так, вот здесь еще надо подогнуть вот этот край. Так, чтобы ногти не ломать, я это сделаю пинцетом. И 10 раз примеряем, как я говорю, прежде чем пришить. И если вам нравится, как все это лежит, то можно пришивать. Также прячу узелок под низ какого-то лепесточка. И также все перекрываю, пришиваю. Филигрань обязательно пришивать. Если вы делаете игрушки на заказ, то это просто не обсуждается. Пришивать обязательно. Так, теперь вот у меня ниточка вот здесь вышла, значит, я могу вот этот край филиграни пришить. Простой иголкой вы так не сможете пришивать. Лучше, конечно, для этого брать, вот как у меня иголочка для бисера, бисерная. Вот видите, с ней очень удобно подлезать везде. Вот теперь отсюда я сначала вот так иголочкой под низ пройдусь, а затем уже подправлю вот эту ниточку, где она мне нужна. Вот здесь у меня будет перехватываться ниточка. Вот, и вы видите, как все аккуратно получается. И продолжаем так пришивать и, конечно, нитку закреплять и уводить под низ. И работаем дальше. Ну вот сейчас я могу сразу все вот эти откусить, раз я уже определилась, какой длины мне нужна филигрань. Вот я буквально откусываю вот в эту верхнюю часть соединения, именно где две веточки соединяются. Они будут держаться, так как они вот чуть ниже также соединены. Так, все выравниваем пока что. И теперь можно придать форму. Главное, все вот эти края, чтобы были, чтобы они не торчали. Так, если я вижу, что где-то что-то торчит, да, я использую вот эти плоскогубцы, или как их назвать, чтобы не испортить ногти. Сделала свежий маникюр. И продолжаем работу. И я уже начала работать, и сама вижу, что вот вторая игрушка у меня получается намного аккуратнее и красивее. И что делаю дальше? Вот вы видите, я уже начала подклеивать все. Я беру свой клей, это у меня Е600. Так, сейчас почищу его тут чуть-чуть, чтобы мне ничего не мешало. Он густой достаточно, но зато с него не сползает ничего, так скажем. И я приноровилась, вот буду использовать зубочистку, чтобы нанести клей. Я уже вчера показывала, как работала с ним. Вот я беру дозированную вот такую капельку и укладываю. Снова дозированную капельку и вот так укладываю. Очень удобно так. Ничего не пачкается, именно все укладывается вот на место, где мне надо. И что самое такое мне нравится, что он не сразу густеет. Конечно, у него запах ужасный, это ужас. Я когда работаю, не снимаю урок, то я просто одеваю маску. И вот я беру прямо вот так сразу и укладываю. Вот. Я не украшаю сразу все веточки, так скажем. Я вот, например, вот эту часть украшаю. Сейчас покажу. Так, вот, мне просто удобно. И теперь я просто передвигаю чуть-чуть и начинаю декорировать вот эту часть. И затем, когда я поверну игрушку, мне будет удобнее как бы другую сторону декорировать. Вот, наношу клей сюда. И вот так очень удобно.
Да, конечно, очень много стразу уходит сюда, но зато очень красиво получается. Новый такой дизайн. И завтра покажу вам еще один новый дизайн. Я уже работаю над ним. Сегодня попришивала филигрань. Покажу, очень красиво. Просто шикарно. Я сама в восторге. Правда, работы в 2 раза больше, чем вот на обычном шаре. Но зато красота. И так продолжаю декорировать свои веточки. И сразу вам покажу. Вот я устанавливаю, чтобы мне было удобно наносить клей. И так же, как предыдущий, вот наношу клей. Именно как бы с одной стороны. Если это делать и в одну, и в другую сторону, то на это уйдет больше времени. Потратите. Так, сразу перекрываем все места, где у нас там пришивали мы, чтобы у нас ничего не было видно. Все ниточки скрываем. Вот таким образом. Почему-то все стразы падают неправильно. Мне нужно, чтобы они вот именно вот этой блестящей стороной падали вверх. Они вот. И теперь вот здесь середину, где у меня тоже было пришито, обязательно вот надо приклеить страз, чтобы у нас все скрыть. Здесь уже каждый решает, сколько страз добавить, кто больше, кто меньше. Вот у меня прямо идет по веточкам примерно. И вот здесь, мне кажется, еще одну надо добавить вот сюда. И вот, и так продолжаем декорировать весь шар. И вот что у меня получилось. Я очень довольна результатом. И вторая игрушка мне нравится намного больше. Здесь я добавила больше страз. Конечно же, учла все какие-то плюсы-минусы, когда я работала с первой игрушкой. Сюда я дополню еще страз. И в итоге вот такая красота получилась. На елочке будет просто потрясающе смотреться. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.